Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас любит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот сразу почему-то мне идет такое, я не знаю, словосочетание «состояние, нестояние». И смех, и грех называется. Смотрите, у некоторых может проигрываться состояние не то, чтобы вот нестояние, как я сказала. Это связано скорее с вашим общим, у кого-то это могут быть недомогания, да, вот, либо болезнь на данный момент. Это может быть упадок сил, да, вот моральный. Это может быть связано с нагрузками на работе. Это может быть связано с морально-психологическим таким вот упадком сил, когда вот состояние выжатого лимона. Причем это состояние вот реально связано с женщиной. Женщина, которая сейчас не с вами, женщина, которая далеко от вас, которая, я обычно называю таких вот изменницы, предательницы. Причем, смотрите, проигрывается ситуация, что вот все-таки некоторые из вас до сих пор еще лелеют надежду с ней наладить отношения. Может даже проигрываться то, что вы либо же там следите за ней, кто-то из-за угла может следить, кто-то в соцсетях, допустим, там, я не знаю, в мессенджерах, когда человек был в сети, вот такие вот даже элементарные слежки какие-то. Можно, допустим, может быть, кто-то из вас выспрашивает о ее жизни, у общих знакомых, там, либо у родственников, да, которые с ней общаются. Ну, то есть такой момент. Вы человек, в принципе, я не могу сказать, что вы без денег. Нет, деньги у вас есть. Я не говорю, что вы там миллионер-олигарх, но нет. В принципе, по деньгам у вас довольно неплохая ситуация. Был когда-то у вас период, да, период безденежья, который вы очень успешно прошли. Вы такой человек, что вы можете с легкостью, в принципе, заработать деньги. Вот знаете, у вас проблема по жизни, что нет такой женщины, которая вас бы мотивировала, стимулировала на подвиги, так сказать. Вы ведь на самом деле довольно сильный человек и духом, и морально, да. Я не беру вот сейчас, какое у вас состояние, нестояние такое. Но на самом деле, когда есть для кого жить, когда есть ради кого жить, когда есть для кого это все зарабатывать, да, и тем более, когда есть женщина по-настоящему по-женски мудрая, да вы горы свернете. Напишите в комментариях, есть ли такой момент. Вот именно когда есть рядом любимая женщина, да еще которая мотивирует, которая и похвалит вас, да, которая будет вселять веру в вас. Да вы реально, вы на 10 работах будете впахивать, вы будете стараться, да, вот просто чтобы порадовать свою любимую женщину, чтобы сделать ее счастливой, да, чтобы увидеть ее улыбку и так далее. Но сейчас, вот на данный момент, я отношений не вижу. Вот у вас именно личная жизнь сейчас тоже в подвешенном состоянии, она на паузе. Так, что же будет дальше? Да, вот еще у вас какой-то период, у вас будет вот затишье. Причем вот проигрывается то, что вот вам реально становится комфортно. Вы понимаете, что да, вам хорошо одному. Вот и чем дальше, тем вам комфортней. Я не вижу особого стремления именно к серьезным отношениям. Да, на уровне мыслей, казалось бы, хочется. Хочется любимую женщину, да, но это всего лишь хотелки. Я абсолютно не вижу активных мыслей, вот вы, вернее, действий активных. Вы очень плотно настроены вот на прошлое. Кто-то хочет помириться, у других же какие-то вот именно воспоминания, либо же ностальгия своего рода. Вот вы еще однозначно, вы не отпустили прошлых. Плюс еще может проигрываться то, что когда, даже вот если вы, допустим, знакомитесь с новой женщиной,
Вот вы всячески пытаетесь ее вот сознательно или подсознательно, вы сравниваете ее с бывшей, с прежней женщиной. И это сравнение не всегда в пользу вот этой новой. Я беру во внимание, ну, допустим, внешность та же, да, фигура, может быть, там, я не знаю, манера поведения, ну, все что угодно, чистоплотность, допустим, да. Есть довольно много женщин, которые реально не чистоплотные, и вы, я думаю, это тоже знаете. Ну, то есть вот такое вот сравнение еще идет. Вы очень еще нацелены, конечно, на прошлое. Вот вы еще не вырвали, вот если так по-честному, до конца вы бывшую не вырвали из сердца, из души. Так, давайте посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Кто же вас любит тайно? Смотрите, эта женщина, она когда-то была с вами, либо же это были уже отношения, да, у кого-то это левак был, так сказать, у кого-то это может проигрываться даже до бывшей, может быть, еще по молодости, там, ну, либо же там сколько-то там, несколько лет назад, допустим. То есть это не такое, не первой свежести. Женщина, которая вас не забыла, могут даже проигрываться, смотрите, у кого-то был из вас роман с ней, либо же еще может быть, что ну вот чуть-чуть не дошло до романа настоящего, то есть взаимная симпатия была, может быть, даже вы там сходили в кафе, посидели, ну то есть начинания романа были. Но вот самого там интима там и все, что подразумевает, вот таких прям отношений могло и не быть, но симпатия была. То есть с этой дамой вот вы знакомы. Это и так понятно, да? Причем, смотрите, вот вы даже сейчас, возможно, подзабыли ее. Тем более, что вы сейчас абсолютно не в том состоянии, чтобы помнить каких-то там прежних своих пассий. Скорее всего, что вот вы, да, вот вы с ней какой-то период либо же в отношениях были, либо там, ну так, пофлиртовали немного и все, и разошлись. Но что самое интересное, она вас не забыла. Вот спустя даже много времени, вот у кого-то это месяцы, у кого-то это годы даже прошли, вот эта женщина вас не забыла, причем она очень хочет, она допускает мысль о том, что можно повторить. Плюс она знает, что вы остались, ну, как бы один, да. И вот она именно вот задумалась, как бы можно вот было как-то закрутить роман с новой силой. Итак, давайте-ка смотреть, будет ли она как-то к вам проявляться. Вот ей бы очень хотелось вернуть, вот ей хочется кардинальных перемен. Посмотрите, причем эта женщина, получается, она знает о вашем состоянии, о вашем настроении. Она вот не проявляется даже, потому что она знает, что вы откажетесь. Вот она считает, по крайней мере, либо же, может быть, общие знакомые сказали, что вы сейчас вот, ну, чуть ли не отшельником живете, что вам не до женщин, что ничего не хочется, вот, что вы свою любовь как бы похоронили. Так, будет ли она дальше что-то делать? Смотрите, какой-то период она еще подождет. Но вот она все-таки проявится, но она проявится очень как-то неожиданно и осторожно. Это будет какое-то пересечение вас. Ну, знаете, как будто вот столкнулись внезапно, там, я не знаю, в транспорте, где-то в магазине. Вот как-то это подстроенная встреча. Может быть, реально, вы знаете, как будто она будет следить за вами. Я не знаю, допустим, ну, к примеру, да, я говорю, вот вы пойдете там в кафе где-то там поужинать. Просто один, да, вот посидеть, взгрустнулась, пошли там, я не знаю, пиццу заказали, допустим. И она туда зайдет как будто бы случайно, но опять же, это будет как будто бы, да, понятно, что это не случайно будет. И вот именно здесь, вот из-за такого вроде бы
пересечение такого неожиданного, внезапного, вот здесь она уже к вам сама подойдет, когда вы будете один. Еще раз делаю акцент, да, ну кафе я это, к примеру, сказала, это может быть парк, это где угодно может быть. То есть человек, ну, в принципе, она как бы отследит вас, да. И здесь у вас начнется уже с романа. Сначала начнется с романа. Причем это будет роман поначалу, ну я бы сказала, с вашей стороны, ну в неохотку. Потому что, ну опять же, да, вот то, что я вижу, состояние абсолютно не подразумевает серьезных отношений. Ну плохо, вот когда человеку морально, душевно плохо, но о каких можно говорить серьезных отношениях? Сначала нужно избавиться от такого состояния. Но вот постепенно вот вас затянет. Затянет, вы еще будете сомневаться, да, вот такой романчик с ней случится, вы будете сомневаться, стоит ли продолжать, не стоит. Ну, знаете, это какой-то такой пофигистический, реалистический такой вот роман, да. Женщина это как раз вот серьезно она настроена. Вот она, вот именно, посмотрите, она даже на брак с вами настроена, потому что вот, ну реально, вы ей давно и очень сильно нравитесь, даже вот влюблена она в вас. Так, да, однозначно, у вас даже брак может быть, у вас дважды даже карта брака падает. Смотрите. Какой-то период, возможно, вы даже будете с ней общаться по интернету. Вот из-за вот этого вашего состояния и нестояния, да, периодически вы так пороманите, да, там интимом позанимаетесь и так далее, что вы можете вот как бы виртуально общаться, вы можете там отмазаться, сказать там я занят, я заболел, я в командировке, ну просто чтобы побыть одному. Вот поначалу это будет вообще такой роман ни о чем, да. Но вот постепенно настолько у вас закрутятся отношения, которые вот реально могут дойти у вас до брака. Я вам скажу, ну, будет непросто выходить из вашего состояния. Вот непросто. Я не могу сказать, что вы так легко избавитесь от ваших переживаний. Вот вы так легко нет. Так, чем же поможет эта женщина или нет? Ну вот, снова дважды выпадает у нас карта брака, да? Смотрите, роман будет очень такой, ну как же назвать, даже, ну это будет однозначно не скоротечный такой роман. Это будут настолько такие вот продуманные чувства, настолько выстраданная любовь будет. Вот как-то, знаете, вот со временем она вам будет нравиться все больше. Она станет вашей новой императрицей, это однозначно. Но вы вот будете идти в этих отношениях, ну как-то очень робко. Поначалу даже, ну так, пофигистически, да. Ну есть роман, то и есть. Как-то вообще настрой не тот будет. Но настолько вот постепенно, очень постепенно вы будете сближаться, вот она все-таки покорит вас. Вот она сможет найти подход к вам, она сможет вас вот именно своей женственностью обогреть, да, вот она все-таки добьется, чего хотела, вот ей хочется отношений, семьи с вами, потому что, опять же говорю, она давно в вас влюблена. Здесь уже она ждет именно ответочки от вас. Так, однозначно, вот, смотрите, у вас даже ребенок может еще родиться, если вам того возраст позволяет, там, либо же финансы и так далее. То есть снова, вот именно с ней, смотрите, у нас с чего начиналось, да, с каких карт начало было, и снова вот вы с ней становитесь самим собой, вы становитесь тем императором, которым вы являетесь. Вот из расклада в расклад, да, вот кто смотрит меня регулярно, вы выпадаете вот именно императорами. То есть вы с ней постепенно, да, вот пусть хоть и постепенно, но вы вернетесь, ну, как бы к самому себе, к тому состоянию, которое у вас было когда-то раньше. Вы почувствуете силу, вы почувствуете уверенность, вы почувствуете нужность и, конечно же, любовь. Потому что вот то сейчас состояние, которое у вас, ну, это однозначно состояние, нестояние, но я как-то, ну, не могу по-другому это назвать. Никого не хочу обидеть ни в коем случае.
Но вот то, что я вижу, да, вот мужчина, сильный мужчина, император, которого сломили, которому сделали больно и который потерял смысл в жизни. И вот именно с этой женщиной этот император придет в себя. Именно эта женщина подарит вам счастье, любовь. И, конечно же, вы почувствуете себя безумно нужным и любимым. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!